Всем привет, меня зовут Веруша. Мороз и солнце, день чудесный, и перманентно в Москве возникает солнышко, что не может не радовать, но у меня есть еще один повод для хорошего настроения, я попозже о нем скажу. Сегодня я буду говорить в видео о страстях по Щелкунчику в Большом театре. Я не думала высказываться на эту тему, но страсти чуть-чуть улеглись, и я подумала, что в принципе почему бы и нет, тем более это может быть как будто будет интересно с точки зрения того, что я работала в Большом театре много лет, и балет «Щелкунчик», конечно, смотрела я очень много раз. У меня была, во-первых, возможность с рабочего места спуститься за кулисы, смотреть, и в том числе, конечно, я много раз приходила как зритель просто. Я просто тут задумалась, хотела с вами поделиться, смогла бы ли я 2 суток простоять ради такого искусства. Вот мне интересно, смогли бы ли вы, и что вы думаете вообще по этому поводу? Вот, стоит оно того или не стоит? В общем, все, да, сегодня скажу. Я сказала, что у меня есть второй повод для радости. Я сегодня иду на балет «Жизель» и хотела с вами поделиться. Вот у меня есть такая шляпка, думаю, у меня что-то там канал какой-то про стиль, да, прям там косметику я снимаю. Такое, в общем, шляпка есть 2 наших российских дизайнеров. В общем, думаю, может пойти как-то в ней, не знаю. Пока еще не придумала в чем, но это так, в общем, отступление, лирика от главной темы. Сразу скажу, что я не стояла бы 2 суток. Во-первых, я не очень понимаю, как бы для чего. На призрачную, как бы, нет, для чего я понимаю, да, то, что это потрясающий спектакль. Действительно, «Щелкунчик» — это визитная карточка Большого театра, так же, как и, кстати, «Лебединое озеро». «Лебединое озеро» любят, почитают во всем мире этот балет, но тем не менее такого ажиотажа на него нету. Конечно, «Лебединое озеро», можно посмотреть его в течение года, да, «Щелкунчик» идет в новогодние праздники, поэтому конечно, здесь ажиотаж ясен в том плане, что ограниченное просто количество просмотров на этот спектакль может быть. И что ж такое-то, я извиняюсь. Но я бы все равно не стояла. Сейчас, конечно, скажешь, что да, тебе легко говорить, да ты уже была, да ты уже смотрела много раз. Понимаете, как бы это действительно там спектакль волшебство, ты погружаешься в такую вот волшебную чудесную сказку. Он безумно красивые декорации, красивые костюмы, которые вот создают эту атмосферу. Он прекрасен и для детей, и для взрослых, он не очень такой утомительный по времени. Он потрясающий, вот просто одно слово — потрясающий. И просто надо понимать, во-первых, что Большой театр, он всегда не был доступен вот для общего, скажем, зрителя. Да, есть какие-то там места на галерке, скажем так, где там вот сцену или там артиста вот так можно видеть. Это прекрасная возможность как бы попасть в Большой театр, как же равно, наверное, как на Мальдивы, да, можно на Мальдивы отдыхать в каком-то лакшери-отеле, можно на Мальдивы тоже слетать довольно бюджетно, но ты как бы все равно будешь на Мальдивах, и ты потом будешь вот, не знаю, те, кому, может быть, надо, вот говорить, что я был на Мальдивах, просто как бы неважно в каком отеле. Вот, поэтому здесь как бы каждый выбирает, да, если уж совсем очень хочется, то можно и вот таких артистов со сцены посмотреть. А здесь как бы я предвзято говорю, конечно, у меня была всегда возможность смотреть из хороших мест, и как бы, в общем, здесь я ничего не говорю, я прекрасно понимаю людей, которые хотят попасть, но такой прям толпы, вот давка, люди там со стульями, я почитала, с едой своей там грелись, холодно было,
Ну, это что-то вообще из области фантастики. Как бы, я понимаю, если бы вот вы простояли, и вы были бы точно уверены, что вам эти билеты достанутся. Причем эта же ситуация с билетами каждый год происходит. А это не новость. С Щелкунчиком так всегда. Уже много-много лет. И люди все равно почему-то готовы стоять. Вот первое, наверное, это вот действительно какой-то ажиотаж, да, и вот эта традиция у многих, что вот Большой театр, Новый год неразрывно связан с балетом «Щелкунчик», и многие, конечно, туда хотят попасть. Там кто-то хочет показать детям. Все прекрасно понимаю, но первое, не нужно забывать о том, что, во-первых, «Щелкунчик» идет не только в Большом театре. «Щелкунчик» идет там и в Кремлевском дворце, и на каких-то там мюзик-холлах, каких-то еще где-то на каких-то площадках. Все это не только в Большом театре. Причем билеты я посмотрела, и от 600 рублей можно попасть. Я не думаю, что вашему ребенку понравится меньше, чем в Большом театре этот спектакль, потому что артисты работают везде хорошо. Вот. Поэтому есть альтернатива, это номер один альтернатива. Номер два альтернатива, это есть запись прекрасная на Ютубе. Да, она не очень свежая, но это тот же самый спектакль. Это, конечно, большая разница смотреть вживую спектакль или по телевизору, но тем не менее тоже некая альтернатива. Я просто, в принципе, такой человек, я не очень люблю, когда очень много людей, вот эти очереди какие-то, или там вот ярмарки тоже новогодние. Они безумно красивые, но я не люблю, когда там скопление большое людей. Поэтому для меня вообще, в принципе, простоять вот в такой очереди, это что-то из области фантастики, если честно. Вот. И, ну, просто я говорю, опять же, не совсем как бы понятно, если вот каждый год говорят о том, что проблемы с билетами и билетов мало кому достанется, но люди все равно как бы не очень это слышат и готовы все равно. То есть люди сами создают этот ажиотаж, сами его создают. Вот. И еще раз как бы повторю, да, нужно понять, что Большой театр не для всех зрителей. Очень бы хотелось, я вообще считаю, я записываю такого рода ролики на своем канале, что мечты должны сбываться, действительно, но просто можно как бы это спокойно принимать, что вот сегодня ты не попадешь, но может ты в следующем году можешь попасть, может ты сможешь, не знаю, может еще что-то, какие-то, да, обстоятельства такие, что у тебя получится купить, например, билет. Ну, я не знаю, ну что-то такое, да, ну просто поспокойнее можно относиться, а не вот с таким вот ажиотажем, каким-то сумасшедшим, там, до давки, кто-то пострадал, и, в общем, это что-то как бы сумасшедшее. Да, это потрясающий спектакль, но мне кажется, что не совсем как бы, ну, это прям вот критично, что вы не пойдете в Большой театр именно на Щелкунчика. Поэтому я очень рекомендую, как заменитель, посмотреть в сторону других концертных залов, и вы получите не меньше удовольствия, это точно. Поэтому я, в принципе, хотела рассказать такую историю, не знаю, будет она вам интересна, но на самом деле я ее вспомнила как раз совершенно недавно. Она очень похожа вот на вот эту вот историю с очередями на Щелкунчика. Я была в Лондоне, и мы, когда выбирали, куда пойти с подругой, конечно, мы там молодые девчонки были, что нам там надо было. И мы там иногда на мюзиклы ходили, а иногда нам хотелось, конечно, там в какой-то клуб и кафе, какой-то бар пойти, потусить, скажем так. И вот мы выбирали клубы разные, и там, ну, как бы много клубов было написано, там, ну, вы получите удовольствие, там, еще что-то, а здесь клуб — это оазис роскоши и элегантности, да, вау, так сразу. И сразу как ты себя представляешь, там, такой роскошной девушкой, там, будешь стоять над люстрой с бриллиантами. И мы выбрали этот клуб, а потом уже по дороге узнали, что в этом клубе будет Бритни Спирс, а я была ярой фанаткой этой певицы.
Ну, в общем, я загорелась туда попасть, поэтому сомнений, куда идти, не было. И когда мы туда дошли, в эту точку, я увидела огромнейшую, длиннющую очередь. Примерно такую же, как на Щелкунчике, только она не такая была слитная, а она была по одному человеку выстроенная аж на другой дороге. И мы так немножечко сначала не поняли, мы такие, что это все сюда? И даже нельзя будет сказать, я занимала. Вот. Мы простояли какое-то время и поняли, что вообще очередь не сдвинулась ни с одного места, ни с одного. Мы подошли к охраннику, он говорит, вы можете здесь стоять, но вы сюда не пройдете, потому что сюда входят только те, кто должен войти, скажем так. И мы такие, что, совсем никак? Нет, никак. И мы такие, а почему люди тогда стоят? Он говорит, ну, стоят, они до утра все могут стоять. И самое интересное, мы пошли потом в другое место, мы уже утром возвращались мимо этого места, и люди до сих пор стояли в этой очереди, которая не двигалась вообще. И вот я тоже тогда подумала, думаю, а вот людей, наверное, ничего не остановит. Им что ни говори, они все равно будут стоять. Вот. Но здесь клуб, ладно, да. Вообще очень приятно, что многие люди так хотят прикоснуться к прекрасному и так хотят попасть там не в бар, не в клуб, еще куда-то, а именно в Большой театр. Ну, здесь вот именно, наверное, потому что это вот Большой театр, это такое элитарное искусство, это место, где ну, как бы не создана такая история, а как бы в принципе, да, с Большим театром неразрывно связано то, что это некая мечта туда попасть. И я хочу сказать, что работая в Большом театре, многие люди, когда узнают, что я там работала, все, конечно, восхищаются и говорят, что это просто потрясающее место, и как им хочется туда попасть. Поэтому такое было всегда, такое будет, наверное, долго или всегда тоже. Поэтому просто это главный театр страны, и, в принципе, наверное, по-другому быть и не может. Поэтому вот мое мнение исключительно, я не знаю, что вы думаете по этому поводу, но я бы не стояла, честно. Может, попробовать бы стоило, но я бы придумала какую-то другую альтернативу и просто сказала себе, ну, как-нибудь я попаду, и все. Загадала бы желание, загадайте желание. Загадайте, и оно сбудется. Главное в это верить. Вот на этой радостной, позитивной ноте я с вами прощаюсь и запишу короткое видео. Я, кстати, хотела сказать про короткое видео. У меня что-то там люди писали, что я что-то смонтировала, вот выкладывала в том году, ходила на Щелкунчика, что я что-то смонтировала там. Я, правда, не очень понимаю, зачем мне это нужно было что-то монтировать, какие-то стулья, что-то там мне писали, докажи. Ну, я ничего доказывать, конечно, не собираюсь, я просто не очень понимаю, для чего мне нужно было что-то там монтировать, чтобы выложить, чтобы показать, как бы, что я типа на Щелкунчике, а я не на Щелкунчике. Ну, я не очень, как бы, я с того видео ничего не получаю, монетизации нету, ничего нет, у меня маленький канал, я вообще на какие-то просмотры там в 11 тысяч даже не рассчитывала, что кто-то посмотрит, поэтому я просто периодически что-то снимаю, вот я выложила, просто для почему-то многих людей, если он не может попасть, то значит и ты не можешь попасть, и страшно удивляться, если у тебя это получилось, то есть какая-то странная история, не очень поняла. Вот, в общем, хотела на хорошей ноте, и перешла я к тому, что меня возмутило. Ну, я желаю всем, правда, загадать, мечты должны исполняться. Вот, так что мечтайте и верьте в свои мечты. Увидимся в следующем видео. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам хочется, оставляйте комментарии. Ну, если как-то что-то полезно было, ставьте лайк. А так, до встречи. Пока.